До новоселья в дом я задумался, на чем мы с супругой будем спать. Можно, конечно, поспать и на полу, тем более, что он в доме теплый, но это все-таки неудобно. Второй вариант — купить матрас и кинуть его на пол. Уже лучше, но я опять же пробовал, и это тоже неудобно. Буквально немного приподняв матрас, становится все куда приятнее. И в прошлом доме, где я жил, я приподнимал матрас при помощи палетов, которые закрывал обычной МДФ панелью. И так получилась кровать буквально за 230 рублей. Ровно столько стоила МДФ панель. При чуть большем бюджете из палетов можно было бы сделать вот такую красоту, но мне хотелось сделать еще лучше. Деньги купить готовую кровать были, но все кровати, которые я пробовал до этого, скрипели, что сильно раздражает, и решил взять ситуацию в свои руки и сделать надежную красивую кровать, которая никогда не будет скрипеть. По стечению обстоятельств у меня завалялось некоторое количество бруса 100 на 100 и доски 50 на 150. Этот материал и послужил каркасом для будущей кровати. Матрас я купил 2 на 1,6 метра, хотелось больше, но побоялся, что из-за него в спальне потом будет не развернуться. И матрас — это, пожалуй, 90% от всего комфорта кровати, и с анатомическим матрасом спать будет удобно даже на куче дров. Дальше под реальный размер матраса, которые по факту отличаются от заявленных на несколько сантиметров, я циркуляркой напилил брус. Здесь бы пригодилась торцовка, но торцовка у меня была только маленькая, а брус в нее не помещался. Методом проб и ошибок начал формировать вариации каркаса из доски и бруса, попутно продумывая, как это все потом закрепить, чтобы все не развалилось. Положить одно на другое просто, а вот добиться в дальнейшем эффекта парящей кровати тут думать надо, а мой девиз по жизни — слабоумие и отвага, поэтому что тут думать, надо пилить. Пилите, Шура, пилите! Спустя несколько итераций было найдено оптимальное количество доски и бруса, а также их положение друг на друге. По высоте испытания показали, что тоже все отлично. Иду я в кровати, сажусь удобно, ложусь удобно, встаю удобно, ну прям по высоте идеально. Немножко про качество пиломатериала. Здесь 3 бруса, все они якобы 100 на 100. Между вот этим и вот этим разница полсантиметра. Между вот этим и вот этим разница сантиметр. То есть между вот этим и вот этим разница 1,5 сантиметра. Оказалось бы, да, все они 100 на 100. Дальше при помощи 130-х саморезов и импакта, который может прогнать их насквозь через брус, я все соединил вместе, утапливая саморезы на пару сантиметров в древесине. Увлекся сборкой, и произошло фиаско. Я не заметил, что вот эту вот доску крайнюю, ее нужно сместить ко второму брусу, чтобы здесь получился зазор. И каким-то образом сейчас я попробую эту конструкцию в одиночку подымать. Ну, в целом она даже подъемная. С таким вариантом кровати мы отпраздновали новоселье в доме. Спать было очень удобно, действительно с кайфом. К тому же плюс 100-500 очков к качеству сна добавили анатомические подушки с эффектом памяти. Когда руки дошли до продолжения работ, понял, что каркас сделан неподходящим образом и его надо было перепилить. Крайний брус необходимо было расположить консольно. Для этого в 2 брусках при помощи цепной пилы и стамески сделал выборку в 4 местах. Крайний брус предполагалось закрепить по тому же принципу, как я делал выносные стропила на крыше дома. Тот вариант хорошо себя показал на практике, так что и в кровати все сработало отлично. Из той же доски 50 на 150 выпилил консоль и при помощи них закрепил крайний брус. Провел проверку на прочность, и даже по свисающему краю можно без проблем пройти. Посмотрите, вот он, без страховки идет, чуть правее наклон, упадет. Также проверил, чтобы робот-пылесос смог беспрепятственно заезжать под кровать. Классный эффект парящей кровати достигается в большей степени за счет подсветки. Я уже использовал у себя в доме светодиодную ленту, на практике убедился, что ее нельзя использовать без алюминиевого профиля, так лента будет сильно нагреваться. У меня осталась лента от прошлых работ, а вот профиля не осталось. Рыская по маркетплейсам, я наткнулся на неоновую ленту, которая выходила по цене профиля, поэтому решил попробовать, ведь неоновые ленты не так
так греются, ее гораздо удобнее прокладывать, когда надо сделать что-то закругленное. С неоновой лентой сразу в комплекте шли крепежные планки, которые распределил по периметру кровати, и 5 метров ленты идеально хватило, чтобы подсветить весь контур. Для подачи питания спустил кабель с мансарды и сделал внутри кровати розетку, в которую втыкается неоновая лента. И опять же, в отличие от обычной светодиодки, получается, что не нужен блок питания. Подсветку включил не в обычную, а в умную розетку и привязал включение-выключение к беспроводному сенсорному выключателю. Похожим образом у меня была сделана подсветка на кухне, и мне понравилось, как оно работает, тем более, что второй вариант — это заново штробить стены и перепрокладывать проводку, что мне делать совсем не хотелось. Умные устройства, особенно беспроводные выключатели, очень выручают, когда надо что-то добавить туда, где это не было предусмотрено. Следующим этапом работ стали прикроватные полки. Я нашел классное фото прикроватной полки, но вообще не смог найти, где такую купить. Это полки? Нет, кое-что получше. Это рисунок. Полки. Ну, я у мамы инженер, поэтому были куплены две практически самые дешевые полки, которые надо было просто собрать, и заменив у них одну деталь и добавив другую, я планировал сделать полки как на фотографии. У полок было необходимо заменить верхушку с просто белой на деревянную, плюс немного другого размера. Для этого я купил мебельный щит толщиной 18 мм, и сразу в магазине мне выпилили две детали для полок нужного размера. Также в доме у меня не хватало двух подоконников, в том числе в спальне, поэтому для подоконников также были куплены мебельные щиты, только уже 28 мм. И их я уже укорачивал самостоятельно. С ними все было немного трудно, так как в оконных проемах при отделочных работах не было сделано ни одной параллельной или перпендикулярной плоскости. Померить размер рулеткой не представлялось возможным, поэтому пустил в ход индейскую хитрость и при помощи картона делал шаблон кривого проема, который уже переносил на мебельный щит. У верха полок и у подоконников мультитулом аккуратно шлифовывал фаску, чтобы поверхность получилась более приятной на вид и на ощупь, а также чтобы можно было проводить по ним рукой и не поставить занозу. Важный нюанс, что покупал цельноламельные щиты без поперечных склеек, и лучше взять их сортом повыше, чтобы было как можно меньше сучков. На новые детали для верха прикроватных полок перенес разметку под отверстия от старых. Чтобы не просверлить их случайно насквозь, изолентой на сверле сделал отметку и подготовил отверстия. Дальше дерево нужно было обработать. Для этого покупал масло с воском. Цвет выбирал по образцам в магазине, но по факту на разной древесине цвет будет разным. Плюс в зависимости от количества слоев и объема, которые впитает в себя древесина, цвет тоже будет сильно отличаться. Тут лучше всего поэкспериментировать на образцах материала и только потом наносить масло на деталь. Наносил просто кисточкой, давал часок маслу впитаться и затем убирал излишки при помощи бумажки. Опять же, в результате экспериментов пробовал оставлять так, но мне больше понравился конечный вид, когда проходил поверхность бумажкой. На следующий день, когда масло высохло, нанес на поверхности 2 слоя яхтенного лака. Детали будут находиться на солнце, плюс по-любому на них будут проливаться жидкости, поэтому их надо было хорошо защитить. Спустя еще день высох лак, и можно было установить детали для полок, а также поставить подоконники. Их я решил приклеить на обычный санитарный герметик.
Самой сложной задачей было нанести герметик на все примыкания, так чтобы ничего не испортить. Без герметика по примыканиям было не обойтись, так как в щелях скапливался бы мусор, к тому же герметик скрывал неровности примыкания. Старался аккуратно носить герметик без малярных лент, затем намыливал руки и мыльным пальцем проводил по шву. Не с первого раза все получилось, местами пришлось добавить, местами убавить герметика, но в результате все стало хорошо. Провел проверку, как закрываются автоматические шторы, нигде ничего не мешало и даже вровень ничего не выпирало. В сетевых магазинах я не нашел подходящих материалов для обрабления кровати, поэтому заказывал, грубо говоря, распил на мебельном производстве. Заказывал там же, где мне делали кухню на заказ у Владимира, и теперь понимаю, что по-хорошему мне надо было тогда заказывать сразу с кухней, еще и детали для кровати, плюс шкаф-туалет, плюс мне еще нужны вот фасады, настроенный холодильник и на тумбу под телек в гостиную, и еще несколько других запчастей. Сразу все вместе с кухней получилось бы дешевле. Плюс не надо было бы ждать каждый заказ, ведь очередь на производстве примерно месяц. Плюс за такой маленький заказ производство, как правило, просто не возьмутся. Поэтому я заказывал не только детали для кровати, но об этом в другом видео. Обрабление кровати я решил сделать из точно такого же материала, как фасады на кухне, то есть из АГТ панелей. Это сильно дороже, чем просто ЛДСП, но и выглядеть оно будет тоже сильно дороже. Плюс в плане эксплуатации гораздо надежнее. Чтобы закрепить ровную панель на кривом каркасе, для начала выставил ее просто в одной плоскости и прикрутил уголки на брус вдоль всей панели. Затем при помощи стопки кника подставки для лазерного уровня расположил панель на необходимой высоте и зафиксировал уголки уже к панели. Сделал так по 3 сторонам, плюс в углах поставил уголки, чтобы соединить панели между собой. Второй раз я бы еще попросил на производстве засверлить короткую часть, чтобы можно было скрытыми стяжками притянуть все друг к другу. Уголками это сделать получилось, но пришлось повозиться. Матрас на всю эту конструкцию лег идеально, под него бы еще нормальный листовой материал типа фанеры, и я обязательно его заменю, когда буду доделывать мансарду, а пока можно было вернуться к прикроватным полкам. Для полок также была заказана лицевая панель из АГТ, которую я просто прикрутил саморезами с обратной стороны, и полки можно было повесить. Мне понравилось, как крепились полки на кухне, поэтому прикроватные решил закрепить также при помощи одной направляющей. Тестами выбрал оптимальное положение полки и при помощи лазерного уровня разметил место для крепления направляйки. Сверлил отверстие для дюбелей, и чтобы не сильно напылить и не намусорить, решил подставить под шуруповерт пылесос. На 100% это, конечно, не спасло, но лайфхак рабочий, и так получается гораздо чище. Вбил специальные дюбели для газоблока, которые очень хорошо держат крепеж. Каждая такая точка способна держать до 100 кг и на срез, и на вырыв. Мебельными стяжками зафиксировал направляйку, на которой полка легко навешивается в одно движение. Чтобы выровнять все точно в плоскость, крепежные штуки на самих полках регулируются винтами. В качестве изголов я заказывал кухонную столешницу, такую же, как у меня была. Ломал голову насчет крепления, например, двусторонний скотч, магниты и ответная металлическая часть, проушины или просто на герметик приклеить в конце концов. В итоге изголовье я не закрепил никак. Оказалось, что оно прижалось матрасом и очень хорошо держится само по себе. Последний штрих в качестве небольшого элемента декора, и вот такая получилась красотища. Все протестировал на длительной дистанции и в целом всем доволен. Денег на все про все ушло примерно столько. Примерно потому, что распил был не только на кровать, ибо минимальный заказ это 1 лист материала. 1 лист это сильно больше, чем только кровать. Как вариант можно взять просто белый ЛДСП в каком-нибудь оби, там же его распилить, приклеить утюгом меламиновую кромку, и получится нечто сильно дешевле, только надо понимать, что и результат будет отличаться. И еще пара моментов, как сделать лучше, чем сделал я. Итоговая смета меня на самом деле самого немножко напугала, но если вычленять оттуда именно кровать, то получается, что стоит она недорого. И ничего похожего, даже близко за эти деньги лично я, по крайней мере, в магазинах не нашел. Плюс я пересмотрел весь интернет по поводу парящих кроватей, у меня получилась как бы не совсем парящая кровать, я стремился приблизиться именно к визуальной составляющей. В целом все происходит по 2 сценариям, в основном, что это какой-то некий каркас из досок, на который дышать лучше не дышать, потому что там все развалится. И картинка, да, красивая, но пользоваться в реальной жизни там просто будет невозможно, потому что оно будет гулять, дышать, вот все ходить как желе вот такое вот от любого прикосновения. И второй сценарий — это сварной металлический каркас, который крепится на анкеры к стене. Даже при таком варианте все равно там есть опорная нога с противоположной стороны, чтобы все это могло существовать.
но оно все реально крайне надежно, очень нарядно выглядит, да, она действительно там получается как парящая, что у нее, допустим, тот же робот-пылесос может там насквозь у кровати проехать, у меня он только по периметру объезжает. Но такая кровать это, соответственно, совсем другой бюджет, плюс надо быть еще и мамкиным сварщиком, а я пробовал, у меня это не получается, я свариваю очень все так себе. Брат у меня недавно купил кровать, и я сравнил свое поделие с тем, что делают на заводе. Для примера нашел заводскую кровать, и здесь точно такая же фигня, как у меня получилось своими руками, что здесь вот торчит этот металлический уголок, и никуда от него не деться. Плюс, что получилось заводской хуже, чем сделал я, что здесь матрас, вот он гуляет примерно на 5 сантиметров. А у меня матрас абсолютно вплотную, ровно-ровно. На кроватях подороже боковинки немножко не доводят до конца и ставят туда закругленный элемент. Так, получается, не видно крепеж, плюс ногой не ударишься об угол кровати. Но даже в моем случае есть бонус, что невозможно удариться мизинцем. Единственный плюс заводского, что не надо тратить свое время на все эти поделия. Во-вторых, там можно хранить некоторые вещи. То есть там есть подъемный механизм, и туда можно какое-то постельное выбирать. У меня для этого будет раскладной диван. Мое поделие визуально можно еще улучшить, потому что, как можно заметить, я не попал в цвет с изголовьем. У меня отличаются верхушки полок от изголовья. Не получилось маслом подобрать тон к столешнице. И есть два пути решения. Надо либо перезаказывать столешку из массива, покрывать ее точно так же маслом с воском, как и полки, либо сами верхушки полок, опять же, менять на что-то заводское, с покрытием вот этой ЛДСПшка цветом дуб Бунратти. Я еще буду перезаказывать еще детали на производстве. Возможно, я просто дозакажу две верхушки у полок в такой цвет. Либо если мне там что-то шарики за ролики заедут, может и столешку перезакажу. Плюс также по изголовью у меня получилась не совсем правильная высота. Лучше было бы заказать именно 800-ю столешку, а не 600-ю. Потому что когда я сижу, да, я плечами опираюсь на изголовье, и обои я, получается, не порчу. Но голова у меня выбивается из изголовья и может оставлять потом, получится такое грязное пятно на обоях. Поэтому вот 800-я столешка была бы прям идеально. Также второй раз я бы заказывал боковинки у кровати чуть-чуть меньшего размера. Я их заказывал 235 в ширину. Лучше бы это было сделать 200, потому что эффект парящей кровати создается, когда у нее максимально приподнятое состояние от пола. А я вот этими 3,5 сантиметров, получается, перегородил, уменьшил вот эту вот часть просвета между полом и перегородкой у кровати. Поднять боковинку выше нельзя, потому что когда бы я сидел на кровати, то у меня, получается, бы боковинка упиралась в ноги, и было бы неудобно. Плюс создавалась бы нагрузка на боковинку, и так получается, что она могла бы там, как-то сломаться со временем или испортиться. А я, получается, на нее никоим образом не давлю, ногам она не мешает, и получается все очень комфортно. В целом у меня и так получился хороший эффект парящей кровати, но второй раз боковинки бы я вот уменьшил. Провод, который сейчас торчит под полкой, его в будущем будет не видно, потому что все скроется за плинтусом. Также, который провод идет наверх, он спрячется за уголком и потом за натяжным потолком. Справа можно наблюдать некую такую гардеробную систему хранения, которая организована для хранения барахла. В ближайшем будущем она должна закрываться зеркальной купехой. Читал все ваши отзывы, спасибо. Вы меня очень сильно отговариваете делать именно зеркальную купеху, поэтому в этом вопросе я еще подумаю. Пока что у меня тут за кадром валяется куча барахла, потому что жена частично переезжает в дом, и это не то, о чем можно подумать у нас под Питером. Это не части жены, это часть ее вещей. Когда избавимся от этих стоящих на полу пакетов и все развесим хорошо, аккуратно на предусмотренные для этого места, должно будет стать все покрасивее. И внутри шкафа при помощи датчика открытия дверей хочу сделать автоматически включающуюся подсветку. Также на противоположной части от кровати должен еще появиться комод, потому что вот эту кучу барахла, ее, некуда складывать. Размышляю над тем, как сделать и комод подвесным, потому что все в доме пытаюсь сделать таким образом, чтобы везде мог проехать робот-пылесос. Если делать комод на ножках, то это будет как-то там, возможно, они помешают ему туда заезжать нормально. Надо мне еще будет над этим поразмыслить. По подоконникам есть нюанс, что в гостиной с подоконником все классно, там как будто вот он только что поставленный, а в спальне из-за того, что в окно в спальне постоянно светит днем солнце, там щит, видимо, он не до конца был высушенный, как-то его повело винтом. Из-за этого вот оторвало одну часть от подоконника, и там щель, которую вот опять нужно сделать герметиком. Если буду повторно делать, опять же, учту этот
момент на будущее. В плане эксплуатации мне очень понравилось. Получилось, что можно там проливать на него все что угодно, оно легко вытирается, и такой влагоотталкивающий эффект получился. От подсветки я просто тащусь, это нереальный кайф, это максимальный уровень удовольствия. И вот этот цвет от светильников, я его даже на самом деле в основном не включаю, а вечером пользуюсь только прикроватной подсветкой. За счет того, что получается скрытый источник света, которого нету прямых лучей в глаза, очень приятный эффект создается. И на заметку это нужно взять, если кому-то нужно делать ночник в детской. Очень классная штука, и есть ленты у меня просто белый теплый свет, а можно ее сделать там RGB-шной, чтобы она переливалась там всеми цветами сама, и ребенок будет, наверное, там, надо будет клеенку на кровать стелить, потому что будут следы восторга от того, что будет происходить. Светом я максимально доволен, добавится еще один скрытый источник света у карниза автоматически раздвигающихся штор, будет так же, как в гостиной сделано. Ну и самый кайф, это, конечно же, анатомические матрасы, анатомические подушки, потому что раньше я спал в арендной квартире на чем придется, и сначала я купил себе подушку, и даже от одной только подушки, я когда раньше головой делал вот так, у меня туда в шее как будто ведро песка насыпали, там просто скрипело, кряхтело, ничего не понятно. Теперь у меня такого эффекта нет. Плюс раньше было там, просыпаешься с утра, а спина уже болит просто от того, что ты спал на этом старом диване неудобном. Был эффект, когда вот это резко встал с дивана, закружилась голова, там все вот это. Я уже даже, плюс у меня болела голова очень часто, я сейчас не вспомню, когда у меня вообще такое последний раз было. То есть, видимо, за счет удобства того, когда ты спишь, как-то там кровь циркулирует так, как должна, и гораздо лучше себя чувствуешь. Я стал сильно лучше засыпать, сильно лучше просыпаться. У меня с этим вообще была очень большая проблема. Сейчас все стало реально классно и идет только дальше на улучшение. Матрас, получается, он не самый дешевый, но там внизу по цене он выбирался. У матраса 7-зональный блок независимых пружин, и получается, что он как бы подстраивается под твое тело и спишь, ну, с максимальным кайфом. Также еще купили асконовское одеяло. Единственное, что не асконовское, это постельное, потому что что-то как-то жаба задушила. 10 за постельное платить. Мое мнение, что оно этого не стоит. Я теперь даже не хочу спать где-то, кроме как у себя дома, потому что это максимальное наслаждение. Ложишься после трудового дня и такой: о да, черт побери, оно того стоило. Это просто охуенно. И Аскона, свяжитесь со мной, а то вот люди, наверное, не поверят, что за мои деньги все куплено. Рассказываю честный реальный отзыв от того, кто это пошел в магазин, купил и полгода попользовался. Также еще диван в гостиную нужно, ходим с женой, выбираем, посидели на асконовских диванах. Блин, мы теперь другой диван не хотим. Потихоньку, помаленьку все доделываю в доме, а также и снаружи. Скоро будут новые ролики, так что подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. Всем вам желаю максимально хорошего качества сна и до встречи в следующем видео.